Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной. На моем канале, как всегда, вы услышите искренние и добрые слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Спящая змея. Кто затаился в твоем близком кругу и ждет твоего первого промаха? Змея никогда не нападает на того, кто сильнее ее. Она ждет. Она сворачивается колечко в тени вашего успеха и замирает, надеясь, что вы ее не заметите. В вашем самом близком окружении есть человек, который буквально живет в режиме ожидания. Он ждет вашего промаха, вашей ошибки, вашей слезы. Для него ваше падение – это единственный способ почувствовать себя живым. Он подливает вам вино, сочувствует вашим мелким неудачам, но втайне копит яд для решающего броска. Сегодня мы не дадим ему этого шанса. Мы разбудим этого врага раньше времени и посмотрим ему прямо в глаза. Давайте же узнаем, кто греется у вашего огня, мечтая его потушить. Сейчас делаю, девочки, вашу сигнификацию. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Какая девочка пришла на расклад? Какой-то такой выхватила период в вашей жизни, вы пытаетесь разобраться в себе. Может быть, знаете, сочетание вот этих карт говорит о том, что на пороге какие-то у вас решающие, может быть, перемены. Вы в предвкушении этого. Конечно же, вы ждете чего-то хорошего, надеетесь на это. Но при этом будущее вас, можно сказать, где-то страшит. И это все объяснимо из-за какого-то печального опыта в прошлом. Можете ощущать себя, может быть, недостаточно уверенно, недостаточно, может быть, багаж знаний. Можете сомневаться, а не попаду ли я в какую-то ситуацию, знаете, это из-за того, что у меня недостаточно там знаний, опыта, или я слишком доверчива. Тут ребенок, который плачет, и карта черная кошечка, это информация какая-то, недостаток скорее этой информации. Или же вы до конца не уверены в чем-либо, да, вот я имею в виду, вот там что-то вам предстоит, это какие-то изменения в вашей жизни. Вы на пороге этих изменений. Может быть, длительное время вы уже этого ждали. Но при этом есть страх, повторюсь. Страх даже не то, что неудачи, а вы хотели бы где-то постелить соломки, где-то хотели бы больше, опять-таки, получить какой-то информации для того, чтобы сделать правильный выбор, правильные шаги, дабы потом не сожалеть. Ну уж не знаю, тут карта невозможно, и карта ограничения. Давайте так, у кого-то, конечно, я могу это прочесть, тут мужская фигура и женская, невозможность у кого-то построить отношения с каким-то человеком, который вас интересует, да, из-за ограничений. Он не свободен, вы не свободны, это самое первое, что приходит в голову. У кого-то это ограничение, опять-таки, не решаетесь в силу разных причин изменить, может быть, свою жизнь. У кого-то отношения, в которых вы уже находитесь, но при этом также они как-то так протекают, знаете, вы ощущаете себя как в клетке, многие, так как вот и опять ограничения, какая-то ответственность, да, и при всем при этом последняя карта мне говорит о том, что вы так хотите разобраться, вы хотите улучшить свою жизнь, вот вглядываетесь в себя, как в зеркало. Я это тут так буду считывать. Пытаетесь разобраться, как вам опять-таки сделать лучше, для того, чтобы ваша жизнь качественно улучшилась. Может быть, какие-то шансы, которые вот вы думаете на пороге. Надо ни в коем случае их не пропустить, не упустить, так как, может быть, в прошлом уже, понимаете, что
Вот если бы я так поступила, то моя жизнь бы сложилась так. Тут женщина уже опытная, мудрая, прекрасно понимаете, что шансы они не будут каждую секунду раздаваться, да. Уже нет такой эйфории, как в молодости, там, не задумываясь, да, тут не получилось, там вот через там 5 дней получится, еще лучше будет. Нет, тут женщина такая уже как, ну, опять-таки, осознанная, мудрая, уже с опытом, и хотите где-то подстраховаться, перестраховаться. Вот мне так идет. Так, какая вы еще? Ну вот все-таки вот этот ребеночек, хоть он тут и в слезках, говорит о том, что вы где-то, ну, где-то как ребенок, действительно доверчивый, где-то как ребенок, может быть, искренне воспринимаете то, что, может быть, окружающие вам говорят. Хотя пытаетесь уже, опять-таки, с учетом этого опыта, пытаетесь какие-то между собой и окружающими эти рамочки, границы выстраивать, барьеры, да, такие, дабы не было так больно. Но истинно внутри это ребенок такой вот какой-то незащищенный. Так, сейчас уточню. Уточню по ребенку. Ну, показали, я уточнила, какая вы еще. По карте Лилия. Лилия это же самое основное, это чистота помыслов, намерений, искренность та же самая. Белая лилия это опять добро, свет, это желание где-то оставить добрый след в жизни, может быть, близких, родных, может, в принципе, да, не наследить там, в грязной обуви, а оставить след. Так, девочки, красивая еще по этой карте карта Лилия, женственная, ну, такая какая-то мягкость, изысканность. Вот мне так идет по этой карте. Так. Ну вот я уточняю, тут я сказала поиски, пока карта зеркала, как вглядываете в себя, поиски. Вы прекрасно понимаете, что что-то в вашей жизни уже приходит к, как вам сказать, к логическому завершению. То ли у кого-то это взаимоотношения, да, не обязательно там с мужчиной, может быть с каким-то ближайшим вашим окружением или не ближайшим, круг общения как будто бы нужно менять, вы уже созрели для этого, вы идете дальше. С кем-то точно нужно порвать или с чем-то, у кого-то это род деятельности, в принципе какая-то работа, да, вот тут какие-то как будто бы ваши в прошлом там проекты, да, они уже, как бы вам сказать, уже отжили свое, уже вы двигаетесь дальше, вот, и нужно это принять. Скорее всего, вы понимаете, что все уже, перемены необходимы, они на пороге, нужно только вот как будто себя подтолкнуть и в себя уверенности, смелости вдохнуть, да, вдохнуть полной грудью и решиться. Вот тут как-то так. Уже вы не хотите, как раньше, да. Все. Такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, наш расклад. Спящая змея. Кто затаился в твоем близком кругу и ждет твоего первого промаха? Первое, кто же этот человек? Его характер и как он вошел в твое доверие. Может, какая-то информация о нем всплывет, дабы вы узнали, о ком идет речь. Следующее, что он говорит о тебе, когда ты не слышишь. Содержание его сплетен или интриг. Теперь, при каких обстоятельствах он планирует тебя предать или подставить? Да? Мысли же есть какие-то у него в голове. Теперь, через какую твою черту он пытается на тебя влиять? Твоя доверчивость, доброта или твои тайны, да, если вы уже там поделились ими. Неосмотрительно. Мы такие, мы можем. Итак, совет карт. Помимо совета карт, будет в конце совет психолога. Поэтому советую посмотреть до конца. Итак, совет карт. Как тебе действовать, как видят высшие силы, чтобы обезвредить этого человека без ущерба для себя? Так, теперь смотрим, кто этот человек.
интересно. Прямо их будем смотреть. Что он говорит о тебе, когда ты не слышишь? Содержание его сплетен или интриг. Итак, следующее. При каких обстоятельствах он планирует, мечтает, планирует тебя предать или подставить? Следующее. Через какую твою черту он пытается на тебя влиять? Доброта, доверчивость или твои тайны? Как тебе действовать, совет карт, да, чтобы обезвредить этого человека без ущерба для себя? Начинаем. Первое у нас идет. Кто же этот человек, который затаился в твоем ближайшем кругу и ждет твоего первого промаха? Кто этот человек? Его характер, как он вошел в твое доверие? Так. Ух ты. Кто же это? Кто же это? Ну, это женщина, я вам хочу сказать. Прям. Это женщина, которая максимально близка к твоему родовому дереву, то есть вхожа в твою семью, может с твоими родственниками, с вашими родственниками пересекаться. И уже длительное время она как внедряется. Тут вынашивание, но в нашем случае это вынашивание не очень хороших каких-то планов, да, давайте так. Скорее всего, так, сейчас я уточню, вот это вот, так как мне показано, эта женщина на самом деле может появляться в те моменты, когда вам или вашей семье действительно, вот как бы оно тут не нелепо не звучало, действительно какое-то неустойчивое положение у вас, в вашей семье. Ну, у кого-то это может быть финансовые проблемы, проблемы со здоровьем. Тут эта женщина, с одной стороны, может давать типа а-ля мудрые, типа все-таки мудрости, вышла карта. Карта подозрения тут рядом. Она может давать даже без, как вам сказать, без запросов, да, вы особо можете не спрашивать, а она вот появляется в такие моменты, когда у вас какие-то проблемы. Причем это может информация исходить от ваших близких, родных. Вы сами можете не делиться этим. А она тут как-то на пороге или какие-то умные советы, типа, мудрые дает. При этом у кого-то эта мудрость такая, знаете, как будто бы житейская. Вот я это прожила, вот послушай, тут такое. У кого-то даже так может быть. И как входит в ваше доверие? Вот тогда, когда вы уязвимы, тогда, когда у кого-то может быть проблемы со здоровьем, у кого-то финансовые, еще раз повторюсь. Вот человек, при этом он как-то так странно она проявляется. С одной стороны, она показывает, что да, вроде бы она готова помочь, при этом помочь советом, да, как-то так. А при этом она тут же и красуется, и может рассказывать, как у нее все хорошо, и как она выходила из каких-то ситуаций, как знаете, как самоутверждается отчасти человек. Вот мне так идет. Подчеркивает, какая она. Какие бы у вас ни были проблемы, знаете, во время разговора с ней, как будто бы ваши проблемы отодвигаются на задний план, а на первый план выходит ее жизнь, ее опыт, ее... Как будто бы вы думаете, да нафиг мне твои проблемы, нафига у меня... Даже не то, что проблема, она, повторюсь, она может рассказывать, какая она молодец, и как она умело выходит из всех этих создавшихся проблем в ее жизни. Такое, как будто бы вот вам, по идее, нужна поддержка, она вам может навязываться и ждет как будто от вас одобрения, вот лишний раз, какая она молодец, дабы вы сказали, да, подтвердили. Так, но при этом она не глупая, хочу сказать, действительно опыт какой-то есть. А подозрение это о чем? При этом так интересно, у вас даже могут быть какие-то возникать подозрения, карта подозрения о том, что ее эти советы, они были уместны, может, в ее жизни, да, в ее ситуациях, но в вашей это вообще никуда его не приспособишь, и спасибо, я воздержусь от таких, знаете, советов, да, и думаешь лишний раз, даже если вы пару раз могли воспользоваться там, или из ее, ну, как вам сказать, так сказать, советами, может быть, она вас пыталась вести с какими-то людьми, которые могли вам помочь в каких-то трудных ситуациях.
то тут даже такая какая-то история о том, что вы искренне, может, доверились, да, а эти люди по карте крысы, в конце концов, тут как-то так могло все перекрутиться, и вы лишний раз подумали, нафига я с ней связалась, мне мало своей головной боли было, карта крысы, как подстава какая-то. Оно могло вам, знаете, вот эти вот какая-то помощь, она могла вам слишком дорого стоить по факту. Вы потом, знаете, если назад отмотать, могли подумать, блин, я бы сама справилась, дабы ее ненавязчивая вот эта помощь, так называемая, мне это бы стоило и дешевле, и не стольких нервных клеток, скажем так. Ну вот как-то так. Вот тут вот что-то какая-то такая женщина идет. Не знаю. При этом она почему-то то ли вхожа в вашу семью, прям, ну, близкие, родные, родовое дерево, знает очень много. Это похоже, знаете, какие-то как, может, дальняя родственница, может, даже там какая-то тетушка там двоюродная. Может, ну опять-таки, или это подружка какой-то вашей, то ли близкой родственницы, которая, опять-таки, ей сливают информацию, и она очень много знает. И вот ей нужно, вместо того, чтобы в своей жизни наводить порядок, ну, она по-своему, наверное, наводит, но ей нужно еще, ей интересно наводить в вашей, типа, жизни, в вашей семье. Вот нос совать даже куда-то. Вот мне так идет, вот, девочки, ну, вот что пришло, то пришло. Так, что та женщина, ну, говорит о тебе, когда ты не слышишь? Содержание сплетен или интриг? В прошлом павлин, подарок. Так, болото. На прямых ключ, перерождение. Ну, давайте так. Тут у кого-то может рассказывать о том, что о вас, да, когда вы не слышите. Может рассказывать о том, что вы тут в прошлом кто-то прям как перышки распускал, такая была и подарок, да. Может, как вам сказать, дабы никого не обидеть, да. В общем, ну это же отчасти сплетни, да, интриги. Может рассказывать, что вы там, допустим, в ранней какой-то молодости, юности тут подавали какие-то надежды, по ее мнению. Тут может быть и внешность, и как-то вы себя презентовали, карта презент, и как-то вы себя так вели, как будто бы вы чуть ли не были нацелены прожить царскую жизнь. Давайте так, тут ваши не столько амбиции, сколько ваше какое-то такое вот, несли себя, да, заявку какую-то делали. При этом может рассказывать, что а потом в вашей жизни тут как болото какое-то случилось. То ли какой-то шаг вы совершили, по ее мнению, опрометчивый, то ли вот сложилась так ситуация. И вы сейчас как будто бы в этом болотце застряли надолго, но вы неизменно ищете ключи, поиск выхода из этой какой-то ситуации, в которую вы попали, опять-таки. И карта перерождения, вот, ну это она скорее говорит о том, что вы стараетесь вот и так, и так, и так, как будто бы вылезти из этого болота. У кого-то болото это, ну, проблема может со здоровьем, с близкими, с родными, у кого-то это материальные трудности, длительное время, как будто вы хотите выкарабкаться, вырваться из этого вот, ну, болота, по-другому я не скажу. Вот так вот рассказывает, что как будто бы вы изначально так себя, знаете, несли, как павлин, королевишна, царица, да, а потом жизнь как-то с вами обошлась, или вы как-то опрометчиво со своей жизнью. Ну, это ее слова. Тут как будто бы вы планировали одно, получили абсолютно другое, но теперь вы стараетесь, и теперь вы стараетесь, вот, может быть, как у кого-то это наверстать упущенное, у кого-то это дополучить все радости жизни, на которые вы, типа, претендовали. Ну, вот так вот мне рассказано, показано. Вот такие ее рассуждения по поводу вас. Так, при каких обстоятельствах планируют тебя предать или подставить? Ну, вот так вот как-то. Так, карта дом, траты какие-то. Так, изменения. Ваша карта слепая. Слепота. Ну, человек, опять-таки, кстати, тут может быть какая-то ситуация, где сейчас, девочки, сейчас.
у вас какой-то может быть период в жизни, он для вас будет очень важный, где в вашей жизни все будет меняться. Даже не могу этого объяснить. Как будто ваше состояние, это ваша карта, и карта девушки, которая тут как в ракушку в панцирь залезла, отчасти это состояние ваше такое, ну не буду сказать, что депрессивное, просто как в ожидании чего-то. При этом этим панцирем вы накрываетесь, это все-таки как защита, вы не даете к себе подступиться. И при этом карта вот слепота, глазки завязаны. Как будто бы она, ну вот эта вот женщина, она все-таки для себя где-то, может, как выжидает момент какой-то, где вы будете неопытны, не обладать информацией в каком-то вопросе, в котором, может быть, она уже там дока, да, или ей кажется, что она там много знает, она опытная. При этом, девочки, тут какой нюанс? Карта дом, карта вот человек, который транжирит деньги. Тут скорее даже не то, что там злостный какой-то противозаговор. Тут может быть история о том, что эта женщина, она никогда не бывает в проигрыше. Эта женщина никогда ничего не делает в ущерб себе. Она тут может выжидать момент, карта дом, может быть, это пример приведу, да, вы там затеяли какой-то ремонт или задумали приобрести недвижимость, но это я так грандиозно взяла, ну, вы понимаете, для примера. Допустим, вы задумали приобрести эту недвижимость, да, в Простоквашино. При этом она может как-то окольными путями выведать, между прочим, да, на какую сумму вы рассчитываете, да, вот тут карта транжира. При этом она может появиться у вас на пороге и даже привести, ну, у вас на пороге, или даже через ваших близких родных, это как-то так действует. Приведет вам какого-то риэлтора или, в принципе, хозяина, допустим, какого-то дома, какой-то недвижимости. Смысл в чем? Она на этом заработает. Как минимум будут бонусы от того хозяина, который будет это продавать недвижимость. Вы потратите денег, ну явно не меньше, чем вы планируете, а может и больше. Не факт, что оно вам нужно вообще, не факт, что оно вам подойдет. Вот опять она как-то, опять она тут как самоутвердится, опять она покажет, какая она молодец. По факту вы этот дом, может, приобретете, и потом будете жить в этом доме и думать: блин, нафига я опять с ней связалась? Господи, ну как же ж мне она замылила глаза. Тут глаза слепота, как будто бы вот в чем-то вы, ну опять, недостаточно имеете информации. Вот вас все-таки где-то можно, вот она знает ваши уязвимые места, и она может на это влиять. Вот, ну, это как предупреждение даже, девочки. Вот слушайте свою интуицию и вот слушайте этот расклад, да. Если действительно вы от нее где-то защищаетесь, и если вы готовы принять от нее так называемую помощь, во-первых, вы должны будете принять и то, что вы будете ей чуть ли не по гроб жизни обязаны, так называемая сделка, помощь, вот тут такие какие-то еще проценты вам будут набегать. Ну, я утрирую, но вы понимаете. Вам будут постоянно на это намекать, что без вас бы вы без нее вы бы это не приобрели. А по факту это может быть самый обыкновенный дом, и вы могли бы там и лучшие варианты в конце концов какие-то себе позволить. Ну, тут так. Но она не проигрывает от этих каких-то вот манипуляций. Она всегда выигрывает, она в выигрыше. Ну, как минимум, она самоутвердится, почувствует себя нужной. А вам оно нужно? Так, давайте посмотрим. Через какую твою черту человек этот пытается на тебя влиять? Доброта, доверчивость или твои тайны? Ну, токсично, страхи, планы. Так, карта медведь, это буду считывать, это уверенность в завтрашнем дне, опора на какого-то мужчину, поддержка, контроль и рука помощи. Вот давайте так,
самое элементарное, вот житейские какие-то такие примеры приведу. Допустим, вы проживаете, ну, там, в союзе, вы находитесь с мужчиной. Карта медведь — это тот человек, который вкладывается, выстраивать отношения. При этом рядом карта контроль. Человек может вас действительно поддерживать материально, но при этом же контролировать, при этом навязывать свое мнение, управлять вами где-то, а у вас желание вырваться из этого контроля, из-под этого контроля. Может быть, в конце концов, самой принять какое-то решение. Опять, вот хочу этот дом, допустим, если бы вы посоветовались, я не утверждаю, но, допустим, вы хотите приобрести тоже Дашу, извините, дачу в Простоквашино, да, пример. Не буду говорить там на Лазурном побережье, дачу хотите приобрести. И если бы вы посоветовались, допустим, или озвучили это ваше желание с вашим, допустим, избранником, или каким-то мужчиной, тут какой-то мужчина, он действительно может обладать этой житейской мудростью, практичностью, он бы вам разложил на полочке и почти 100% отговорил бы вас от какой-то покупки. Да, но так как у вас там слепота на глазках, вы можете увидеть там, я уже не знаю, как это, красивые какие-то наличники деревянные, да, это называется, там, ставинки какие-то, уж не знаю, это может быть сад какой-то красивый рядышком, и не увидеть там плохого фундамента, недостаточно там крепкие стены, там может быть отсутствие нормальной канализации, крыша протекать, но это будет все так закамуфлировано, то есть то, что мужчина, допустим, или опытная, там действительно женщина уже практично видит, знает какие-то вот нужно обращать внимание моменты, вы можете на это не обратить внимание и повестись на картинку. Ну, допустим, я просто вам говорю. А вам так захочется вырваться из-под этого контроля, самой принять решение. И тут эта женщина вам руку помощи протягивает. И вы можете вот просто ухватиться за эту руку помощи. То есть в данном случае это ваша где-то неуверенность, где-то наивность, действительно доверчивость, при этом страхи и планы. Вы хотите вот что-то, может быть, не то, что там именно свое, я не говорю, что это ваша недвижимость, но как будто бы вы можете хотеть вот то, что может идет получить, приобрести, то, что где-то, ну, абсолютно оно не пересекается с хотением вашего там, то ли избранника, то ли ближайшего окружения. Вот. Ну, тут что-то такое мне идет. Ну, где-то на ваших страхах она может сыграть. Страх, вот именно вот у вас будет даже, может, этот страх вложиться неправильно, а она вовремя появится и даст типа дельный совет, да. Ну, мне, девочки, так идет. Поэтому, если вы действительно какие-то грандиозные покупки тут совершаете, лучше несколько раз присмотреться, как там говорят, 7 раз отметь, 1 раз отрежь, вот из этой серии. Плюс, действительно, со стороны какой-то человек, не заинтересованный абсолютно, профессионал, пусть посмотрит, оценит, да, где-то ваше приобретение, так называемое. Ну вот, мне так идет. То же самое, может быть, смена места работы, больше информации какой-то наберите, потратьте больше времени, дабы потом не разочаровываться в собственном выборе, да, то вы тут на импульсах можете поддаться, действительно, вот эту руку помощи, так называемую, и считать это как будто бы, ой, аллилуйя, это действительно выход. А по факту это всего лишь ваши какие-то страхи раздутые, и человек вовремя может этим всем воспользоваться. Смотрим совет карт. Фактически мы уже тут дали совет карт, да? Совет. Ну, как тебе действовать, чтобы обезвредить этого человека без ущерба для себя? Ой, паутинка, ребенок. Вот не дай себя в эту паутину загнать, ребеночек. Не будь опять вот этим ребеночком, который доверяет, а потом плачет. Так, о чем это? Принц, карта горы, трудности, талисман и мечта. Ну, мои хорошие, тут совет очень похож на предыдущие вот карты. Опять вас призывают к тому, что опять не нужно доверяться особо. При этом, если у вас будут проблемы, трудности с карта принца, какой-то мужчина, ну, опять-таки, дабы вы не натворили дел, знаете, то ли на зло вот вашему там спутнику жизни,
У кого-то это прям желание, вот я тебе покажу, я могу сама сделать тот выбор, сама вот и то позволить себе, и то. Даже элементарно вы можете свои какие-то средства накопленные вложить в какое-то дело, в какое-то вот рискнуть, опять-таки в надежде на то, что это принесет вам прибыль. Я вас не отговариваю ни в коем случае. Нужно к этому идти и стремиться. У кого-то это может быть там, опять-таки какой-то домик маленький, там недвижимость маленькая какая-то там в Простоквашино, да. Но при этом вам говорят, просто набери информации побольше, и при этом, ну, не доверяй, опять-таки, этой женщине. Просто, да, поблагодари за информацию, как-то мягко уйди от этого. И скажи, я пока еще не созрела, буду думать, да, допустим. Вот вы этим обезвредите этого человека без ущерба для себя. Сказать, я очень ценю вашу помощь, спасибо, вы мой там ангел-хранитель, ля-ля-ля, но при этом сделайте по-своему. Вам говорят, от мечты не отговаривайся, талисман может быть изучить действительно информацию, рынок вот этот какой-то. В зависимости от того, чем вы тут намерены заняться, что приобрести, вот тут как-то так. Сказать спасибо за то, что вы принимаете такую активную жизнь активную роль в моей жизни. Спасибо. Но я еще до конца не созрела. Это же очень серьезный какой-то шаг. Благодарю вас. Благодарю за вашу мудрость. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. Тут не хамить, не посылать. Нет. Ну просто не поддаваться эмоциям. Где-то вы можете даже трудности, у кого-то проблемы. Ссора какая-то может быть с мужчиной, с близким каким-то окружением. И тут она на пороге такая, благодетельница появилась, да, и вы можете на эмоциях там поддаться. А вам говорят, нет, будь мудрее, где-то практичней, подумай, подумай о себе в первую очередь. Так, и у нас идет совет психолога, да. Змея кусает только тогда, когда чувствует, что вы потеряли бдительность. Это я об этом. Не теряйте эту бдительность. Может быть, когда действительно вы начали сомневаться в себе, вот, тоже не особо не поддавать ей этих каких-то надежд по поводу того, что вы там потерялись, вы неопытные. Сказать спасибо. Ну, вот для того, чтобы я была опытна, мне нужно сейчас еще набрать информации разной, всякой. И психологический яд этой змеи – это ее собственная неудовлетворенность жизнью. Вот скучно ей, что-то в ее жизни, значит, недостаточно ярко, весело протекает. Разве нужно совать нос еще в вашу жизнь? И мой совет: проведите ревизию этого круга. Если кто-то, вы смотрите, не радуется вашим истинным каким-то победам, свершениям, да, это место нужно освобождать для искренних, добрых людей, тем более в ближайшем окружении. Это тоже отчасти говорит о том, что держать на расстоянии нужно. Поблагодарить за все и держать на расстоянии. Вот так. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.